У нас на связи с нашей студией специалист по внутренним болезням и руководитель проекта по раннему распознаванию редких заболеваний доктор Шмуэль Принц. Здравствуйте, доктор Принц. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что такое, потому что мы здесь сидим с коллегой Львом Авинайсом и как-то не можем вспомнить ни одно редкое заболевание. Что такое редкие заболевания? И самое главное, как с ними справляются люди, которые получают это редкое заболевание. Я так понимаю, нет ни методики, ни лекарств, или все обстоит не так плохо? Давайте начнем с первого вопроса. Что же такое редкие заболевания? Давайте. Редкие заболевания достаточно условное понятие, потому что их определяют по их встречаемости. То есть, вот если не брать специальных медицинских терминов, это по вашему шансу встретить это заболевание, человека с этим заболеванием, среди своих родных, не дай бог, среди знакомых, среди сослуживцев. Эта частота для того, чтобы заболевание было названо редким, должна быть по международным стандартам, стандартам Всемирной организации здравоохранения, примерно один человек на 1000 населения. Но я бы хотел пояснить, что это определение достаточно условное. Представьте себе, что в среднем редкое заболевание до того, как диагностируется, проходит примерно 4 года. То есть от первых симптомов беготни больного по врачам, по примерно 7 различным специалистам, и пока ему поставят это заболевание, проходит 4 года. Так. Это естественно. До этого он ходит под маской обычного заболевания, обычного в кавычках. Кроме того, среди 7000 редких заболеваний, которые на сегодня известны в мире, 5000 из них у детей, есть и заболевания летальные. То есть примерно пятая часть, 20% детей с редкими заболеваниями не доживает до возраста 5 лет. И это тоже снижает их шанс, ваш шанс увидеть этих людей воочию. Понятно. Доктор... Но, да, вот да. Это примерная Понятно. вещь. Ну, смотрите, один человек на 1000, может быть, оно не такое уж и редкое. Это все-таки на 10 человек на 10 тысяч или там на 100 тысяч. Да, но не каждое заболевание встрается именно с такой частотой. Доктор, приведите хоть какой-нибудь пример. Мы просто хотим понимать, о каких заболеваниях идет речь. Ну, давайте возьмем такое редкое... Я не знаю, скажет ли вам что-то это имя. Предположим, говорит ли вам что-то название болезни Гаше? Нет, название не скажет ничего, но скажите, что это такое, какие симптомы и с чем ее легко перепутать. Симптомы этого заболевания объясняются отложением особых сахаров, которые организм по врожденному дефекту не умеет разлагать в различных органах. При доброкачественной форме этого заболевания, это печень, селезенка и кости. Так. При более злокачественных формах в других органах, в частности в головном мозге и с соответствующими нарушениями. Практически в любом органе это может происходить. Вот частота этого заболевания всегда считалась, предположим, редкой, пока у ашкеназийских евреев она даже меньше, чем 1 на 1000 на сегодня, когда огромные исследования в этой области проведены и генетическая основа болезни известна, оказывается, что это заболевание встречается примерно 1 на 900 жителей. Я бы хотел сказать одну фразу, которая, может быть, больше всего объяснит вам, что такое редкие болезни. Пожалуйста. Есть такая редкая болезнь анемия Фанкони. Она заключается в ломкости наследственного материала и клеток кроветворного ряда. И приводит к тому, что больные, как правило, дети рано заболевают различными формами злокачественных заболеваний крови, или у них развивается то, что апластическая анемия, то есть вообще клетки крови не синтезируются. Так вот, Фанкони был одним из основателей современной педиатрии. Жил он в Швейцарии и примерно лет 100 назад, чуть меньше, он сказал такую фразу: «Редкие болезни редки, пока мы о них не задумываемся». Вот, пожалуй, это то самое важное. Скажите, пожалуйста, доктор, как с этими заболеваниями бороться? Что надо сказать о редких болезнях, что они чем-то... Для тех заболеваний, для тех редких заболеваний, которые
узнаны и признаны. Существует огромное, и для больных, которых мы диагностировали, существуют различные международные организации, группы исследователей в разных странах, которые ими занимаются. Да? Есть проблема какая-то? У нас со связью небольшая проблема, да. Прописано со связью. Я подожду немножко. Может быть, можно по телефону нас связать с доктором? Так вот о чем я хочу сказать. Да. Проблема редких заболеваний распадается на несколько. И та, которую вы затронули, чем помочь этим больным, решается успешно, когда эти заболевания распознаны. Понятно. Я не буду говорить вам об огромной международной системе помощи больных редкими заболеваниями, о союзах этих больных, которые есть в Израиле. Я просто честно, я просто не понимаю, как люди до нее доходят. Вот приходит человек, ему ставят диагноз, говорят, там, у вас там такое-то заболевание. Он с этим диагнозом ходит, пытается лечиться, и у него ничего не получается, проходит... Нет. Это все не так. Не так. Когда заболевание поставлено, на сегодня интернет огромный помощник и подспорье. Человек открывает сеть, и он, или ему помогают сделать это врачи, я говорю об общем случае, и он находит своих коллег в самых разных странах мира, коллег по несчастью, я имею в виду. Понятно. Существуют международные центры, то есть, предположим, центр в Париже или Нью-Йорке готов помочь больным из Израиля в этой ситуации. Почему? Существуют инициативы различных фармкомпаний, которые готовы помогать этим центрам разрабатывать редкие заболевания. Существуют правительственные инициативы, уже много-много лет, более 30 лет инициативе. Вы понимаете, когда это все работает, когда уже поставлен диагноз. Совершенно верно. Но вот да. наши врачи, насколько быстро они могут районный врач. Да, районный врач любой, так сказать, поликлиники, любой больничной кассы, насколько быстро он ставит такой диагноз. Или он ставит другой диагноз, и человек годами ходит с этим другим диагнозом, потом выясняется, что у него, и все начинает уже, так сказать, работать по-другому. Вот сколько лет нужно проходить с другим диагнозом, чтобы поняли люди, что у них вот это редкое заболевание? Я уже говорил об этом, но давайте повторюсь. В среднем диагностика редкого заболевания от первых симптомов до того, как он попадет в нужные руки, занимает 4 года. 4 года. То есть 4 года человек не понимает, что с ним, он мучается, у него, так сказать, рецидивы, у него проблемы, а никто ему не может помочь, только через 4 года начинают его правильно лечить. Примерно так. Ситуация еще хуже у детей, потому что даже если заболевание диагностируется быстрее, предположим, проходит год или полтора, могут развиваться необратимые изменения. И вообще для ребенка, как для солдата на фронте, год идет за 3, а то и за 4, понимаете? Да. То есть для его развития вот эти пропущенные годы могут иметь решающее значение. И вот теперь скажите, что должна сделать наша система здравоохранения, чтобы такие диагнозы ставились, ну, я не скажу в течение там, недели или в течение месяца, но хотя бы в течение там, полугода? Вот для этого я и разрабатывал свой проект. Не вдаваясь в его подробности, потому что это, конечно, не разговор. Для короткой беседы я могу сказать только одно. Во все системы здравоохранения развитых стран заложена системная ошибка, которая не дает им, врачам первичной помощи и узким специалистам, которые им помогают, это распознавать редкие заболевания. Вот решить эту проблему можно путем интернет-обсуждения сложных случаев. Но это обсуждение должно быть построено в специальной форме, которую я разрабатывал примерно 3 года. Анализируя существующие ресурсы, краудсорсинг, понимая, почему возникает эта системная ошибка. У меня, кроме врачебного, есть второе образование в области эпидемиологии, медицинской статистики, которое помогает мне понять математическую основу проблемы. Так. Вот на сегодня вся платформа для того, чтобы на нее поднялись врачи, которые желают и могут заниматься редкими заболеваниями, готова. И мы находимся в той стадии, в которой она должна явиться, то, что называется на латыни «урби et orbi», городу и миру.
Доктор Принц. Контрольный срок, так что вам и вашим читателям, слушателям было интересно. Значит, контрольный срок – это и конец июня этого года, когда состоится в Лондоне всемирный. Ну, в общем, я думаю, все понятно. В принципе, я хотел только пригласить доктора Принца сюда, в студию, чтобы поговорить с ним более подробно на эту тему. Ну, и спасибо ему большое за, во-первых, за участие в нашей программе, и спасибо большое, естественно, за разработанную им систему.